Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, как же правильно отвечать на фразу «Бог вам в помощь», как нельзя отвечать и что делать, когда, например, фразой приветствуют. И в этом видео мы с вами это все более подробно проговорим, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и научитесь правильно использовать и пользовать фразу «Бог в помощь». Вы знаете, если вы обратитесь в деревне, в села или спросите у своих бабушек и прабабушек, вы никогда от них не слышите слово «здравствуйте» или «желаю вам удачи» или «желаю удачи тебе». Вы всегда будете слышать «Бог в помощь». И вы знаете, это неспроста. Наши предки были очень мудрыми людьми, хотя у них ни интернета, ни связи, ничего не было. Но те знания, которые передавались из поколения в поколение, сейчас их убирают, их вычищают, их уничтожают, к сожалению. И очень важно, вот задача каждого человека, который слушает нас, который понимает и осознает, что в мире подменяются понятия, должен знать и понимать, как правильно использовать те или иные знания. Давайте посмотрим, как говорили «Бог в помощь». То есть, как правило, раньше не было понятия «здравствуй», «здравствуйте», «добрый день», а было что? «Бог в помощь». И очень многие люди на фразу «Бог в помощь», как правило, отвечали «во славу Божию» или «слава Богу», или на фразу «Христос посреди нас» отзывали «есть и будет». И вы знаете, это все говорилось неспроста, потому что хотим мы или нет, но есть высшие силы, есть Бог, который есть в нашем сердце каждый день с нами. Он нам помогает вне зависимости, мы молимся Ему, ходим в церковь и так далее. И очень важно, чтобы вы были открыты в первую очередь для себя. Ваше сердце не искрилось негативом, да, а в вашем сердце было созидание, любовь. Это очень сложно, но вы должны понимать и то, что когда вы говорите «Бог в помощь», это очень важная фраза. Вы таким образом сонастраиваетесь с энергиями Вселенной. Вы знаете, очень часто люди говорят «Бог в помощь», и очень часто в последнее время даже люди не понимают, зачем им сказали фразу «Бог в помощь». Давайте с вами разберемся, в каких случаях вообще вот сейчас на данном этапе жизни говорят «Бог в помощь». Как правило, говорят в том случае фразу «Бог в помощь», когда у человека работает с какой-то сложной работой. Ну, например, строит дом, да, или идет, например, посев будущего урожая. Или, например, семья купила, например, корову или курей и так далее. И люди, как правило, говорят «Бог в помощь». Или другая ситуация, когда, например, человеку хотели пожелать, чтобы он быстрее закончил начатое дело, вне зависимости, оно тяжелое или сложное. И человеку всегда говорили «Бог в помощь». Если вы застали два поколения назад, да, то вы увидите, что когда говорилось «Бог в помощь», на подобное вот пожелание человек кланялся и желал того же в ответ. Но, к сожалению, вот эта традиция, она исчезает, как вы видите. И, конечно же, когда вы слышите вот такое напутствие «Бог вам в помощь», да, ни в коем случае нельзя за него благодарить. Обычно говорят простую фразу, можете сказать «спасибо», но вы должны понимать, что слово «спасибо» вам нужно не просто там буркнуть про себя, да, а сказать от чистого
сердца. Также обращаем ваше внимание, очень часто бывает так, что люди не понимают, для чего сказано в их адрес фразу «Бог в помощь», и начинают шутить, что сказал Бог, но вот ты бы мне помог, или Бог-то Бог, но и ты бы мне помог, или... Так нельзя ни в коем случае говорить. Вы должны понимать и то, что Бог – это абсолют. Он всегда с нами, нам всем помогает. Просто мы, к сожалению, с вами или к счастью, живем в этом материальном мире, где мы не видим то, что происходит в нематериальном мире. Но благодаря материальному миру мы с вами имеем эмоции, мы имеем чувства, мы можем потрогать стол, стул, мы можем потрогать фрукты, то есть все, что нас в материальном мире окружает. В нематериальном мире, там, где находится, условно, если это можно назвать, наша душа, да, которая отходит от нашего тела в момент умирания нашего физического тела, там это уже не нужно, вот этот материальный мир. Вы знаете, есть люди, которые настолько боятся вот того мира, что даже чуть ли не берут с собой паспорт, пытаются его забрать туда. Но вы должны понимать, что в том мире материи просто-навсего нет. Вы сами там можете также себе строить вселенную и материализовать то, что вы хотите. Кстати, фильм, кто не смотрел, куда вот приводят мечты, вот частично это показывает, вот как человек, находясь в том мире, созидает, творит и что там вообще происходит. Кому будет интересно, обязательно посмотрите. Это, конечно, американский фильм, он тяжелый, сразу вам скажем. Но вот те знания, которые заложены в этом фильме, они очень многим людям помогут. И даже вот сейчас, в нашем своем материальном мире, как нужно мыслить, как нужно думать, что говорить. Конечно, если вы начнете его смотреть, куда приводит вот фильм «Мечты», да, куда приводят мечты, так и называется, с первого раза, возможно, он вам будет неинтересен и скучный, возможно. Для кого-то он будет тяжелый, этот фильм. Но просмотрев один, другой раз, вы начнете, знаете, вот осознанно понимать, и что же происходит в реальности. То есть это не сказка какая-то, это в реальности так оно и есть. Поэтому обязательно просмотрите этот фильм. Но давайте вернемся, как же лучше всего говорить на «Бог вам в помощь». Вы знаете, как вы еще можете сказать? Ну, например, вы можете сказать «Спаси Бог» или «Храни тебя Господь», «Спаси и сохрани вас Господь». Такими словами вы человеку желаете также добра и всего того, что вы считаете важным и нужным в жизни того или человека. Также вы можете сказать «Помогай Господь, спаси Бога». И это очень важно. Также, например, когда вам говорят «Бог в помощь», вы можете сказать «Во славу Божию». Тоже достаточно хорошая фраза. Также обращаем ваше внимание, бывает так, что люди даже приветствуют этой фразой, то есть не только желают как Бог в помощь, но и также могут приветствовать. Вы знаете, в таком случае не нужно стесняться этой фразы, обязательно скажите «Во славу Божию» или «Бог, да, мне в помощь». Обязательно вы должны это делать осознанно, потому что многие люди почему-то смеются и думают о том, что это такая фраза какая-то не очень хорошая. Нет, нет, нет. Но есть моменты, когда нельзя отвечать на слова «Бог в помощь». Давайте теперь это разберем. Итак, девочки и мальчики, вы уже поняли о том, что Бог в помощь – это не просто какое-то вежливое обращение, это что-то такое важное, да, и вы должны понимать и то, что ни в коем случае на фразу «Бог в помощь» никогда нельзя говорить что-то наподобие такого, что Бог дал, Бог взял, на все воля Божья. Вы должны понимать и то, что Бог, Он везде и всюду, и когда вы говорите и ссылаетесь на что-то или думаете о том, что
что тот, кто вам сказал, не окажет вам никакой помощи, это неправильно, потому что Бог в помощь вам вот прямо помогают, и бывает так, что таким образом высшие силы через того или иного человека, это может быть даже прохожий быть, который шел по улице, он вас не знает, а вы, например, в этот момент делаете деревянные заборы или строите заборы из кирпича, такое же тоже возможно, и человек видит, как вы делаете это, и он говорит вам: Бог в помощь. При этом в этот момент вы этого человека не знаете. Но что самое интересное, высшие силы вас благословляют на этот шаг и на это действие. Поэтому всегда, даже если вы не можете сказать что-либо, просто хотя бы улыбнитесь, закройте глаза и представьте себе, что в вашей жизни действительно Бог с вами, ангелы-хранители. Но помните о том, что на фразу «Бог в помощь» никогда нельзя использовать пожелания удачи. Это очень важно понимать, потому что все-таки удача — это все-таки немножко другая уже, другое понимание ситуации. Кроме того, очень важно, чтобы вы никогда не надсмехались над тем, что происходит в вашей жизни. Также очень важно, чтобы вы не впадали в крайности и не осуждали тех людей, которые говорят: Бог вам помощь, и не стоит их никогда исправлять. Многие думают о том, что: ой, сейчас я исправлю, я сейчас покажу, как правильно говорить и так далее. Это неправильно, потому что Бог, Он абсолют, Он всегда с нами, поэтому это очень важно. Поэтому, когда вам говорят «Бог в помощь», скажите: спаси Бог, или храни тебя Господь, или спаси, сохрани вас Господь. Но, кстати, когда вам говорят «Бог в помощь», вот как приветствие, да, обязательно поинтересуйтесь у человека, как у него идут дела, как у него, например, здоровье, и таким образом вы продолжите не только разговор, но и также вы вот эту энергию, которая идет со стороны этого человека, вы ее сможете развить, обращая на это ваше особое внимание. И вообще, когда вам говорят «Бог в помощь», вы должны, знаете, в какой-то степени радоваться. Почему? Потому что высшие силы с вами, и они вам помогают. Поэтому забыли, что сказать, скажите просто «во славу Божию», и этих слов будет достаточно. И после этого идите и продолжайте заниматься своим делом. Помните о том, что когда-то давно не было понятия «здравствуйте», было «Бог в помощь». И вы знаете, в селах, в деревушках до сих пор говорят «Бог в помощь». Как правило, сейчас в основном говорят «Бог в помощь» батюшки, но если вам это слово откликается в какой-то момент, то есть, например, вы идете, вы кого-то увидели, встретили своих друзей, знакомых, родных, и вы видите, что вы хотите сказать как-то по-особому, скажите им «Бог в помощь». И это, знаете, это не только значит, что человек придерживается православной веры. Нет, здесь имеется в виду, что вообще Бог. А вы знаете, что Бог, Он един. Просто в каждой вере Он по-разному называется. Но вот так мир устроен, потому что так люди хотят попробовать себя, прожить вот те или иные сценарии в жизни. И нельзя осуждать и говорить, что эта религия плохая или так. Да, нужно жить в созидании и уважать одну и другую религию, так же, как и уважать друг друга, вне зависимости, к чего он придерживается. Потому что, знаете, многие люди вот зацепляются за какие-то моменты в жизни, на которые ни в коем случае нельзя обращать внимание. Кто-то на религию, кто-то на расу, на политику, на взгляды. Это не должно быть, потому что у нас с вами Бог един, и люди создали вот столько-то религий, да, у нас на планете проживает много достаточно рас, и мы все с вами единое целое, мы с вами человеки, человека-боги. К сожалению,
сожалению, у нас пытаются это забрать разными путями. И вот в том числе с помощью слов нас вычеркивают, у нас забирают вот это вот настоящее, то, что когда-то было. Поэтому, если вы слышите в селах, в деревнях Бог помощь, наоборот, радуйтесь и улыбайтесь, потому что эти слова это и люди искренне говорят, и это действительно, знаете, это как благословение от высших сил ваш адрес или адрес того, что вообще делается. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание и старайтесь использовать это пожелание Бог в помощи. Вы увидите, как ваша жизнь будет меняться. Помните о том, что Бог у нас с вами един, поэтому вы можете не обращать внимания ни на какую религию, а вот захотелось искренне, скажите Бог помощь, или скажите с Божьей помощью, или помоги Господи тебе или вам, и вы увидите, как в вашей жизни также будут происходить чудеса. Помните об этом. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ.